Октябрь 1962 года. Мир замер в леденящем ужасе. Соединенные Штаты Америки и Советский Союз находятся в миллиметре от начала Третьей мировой войны. На Кубе обнаружены советские ядерные ракеты, способные стереть с лица земли Вашингтон за считанные минуты. В Белом доме американские генералы требуют от президента Джона Кеннеди немедленно нанести превентивный ядерный удар по Союз Советских Социалистических Республик. Они уверены, у Москвы 1000 ракет, и промедление смерти подобно. Но Кеннеди отказывается нажимать ядерную кнопку. Он знает то, чего не знают его яростные генералы. На его столе лежат документы, которые меняют все. Документы, доказывающие, что ядерная мощь Советского Союза – это грандиозный блеф Никиты Хрущева. У Москвы нет 1000 ракет. У нее их едва хватит на один залп. Откуда Кеннеди получил эту информацию, спасшую человечество от ядерного пепла? Ее передал один единственный человек – полковник советской военной разведки ГРУ, самый ценный агент в истории ЦРУ и британской Ми-6. Кодовое имя – Герой. Реальное имя – Олег Пеньковский. Пока Кеннеди читал его донесение, сам Пеньковский уже находился в подвалах Лубянки. КГБ арестовало его ровно в день начала Карибского кризиса. Вы на канале «Код доступа». Сегодня мы расскажем историю человека, который предал свою страну, чтобы спасти планету. Мы вскроем архивы ЦРУ, разберем детали его вербовки и ответим на вопрос, почему КГБ казнило его так жестоко, что об этом до сих пор шепотом говорят в коридорах спецслужб. Погружение разрешено. Кем был Олег Пеньковский? Если посмотреть на его досье, он казался идеальным винтиком советской системы. Ветеран Второй мировой войны, артиллерист, получивший тяжелое ранение. Выпускник военно-дипломатической академии. Полковник Главного разведывательного управления ГРУ. Вхож в высшие эшелоны власти. Лично знаком с маршалами и генералами. У него была квартира в центре Москвы, высокая зарплата и доступ к западным товарам. Но за фасадом успешного офицера скрывалась глубокая, разъедающая обида. Пеньковский считал, что его недооценивают. Его карьерный рост остановился. Он так и не получил звание генерала. Но была и другая, куда более глобальная причина. Конец 50-х и начало 60-х – это время правления Никиты Хрущева. Хрущев был импульсивным лидером. Он публично угрожал Западу, стучал ботинком в ООН и заявлял, что Союз Советских Социалистических Республик печет ядерные ракеты, как сосиски. Будучи высокопоставленным офицером разведки, Пеньковский знал правду. Хрущев блефовал. В реальности советская ядерная программа критически отставала от американской. Ракет дальнего действия было катастрофически мало, а их точность оставляла желать лучшего. Пеньковский пришел к страшному выводу. Блеф Хрущева может спровоцировать Соединенные Штаты Америки на превентивный удар. Непредсказуемость советского лидера вела мир к неминуемой ядерной войне. И Пеньковский решил, что остановить этот безумный поезд может только он один. Он принял решение предать систему. Но сделать это оказалось невероятно сложно. Август 1960 года. Москва. Представьте абсурдность ситуации. Высокопоставленный полковник ГРУ хочет стать шпионом, но его никто не хочет вербовать. КГБ установила в Москве тотальную слежку за иностранцами. Контрразведка работала безупречно. Пеньковский в отчаянии пытается выйти на американцев. Поздно вечером он подходит к американским студентам на улице и просит их передать письмо в посольство Соединенные Штаты Америки. Студенты в панике убегают, решив, что это провокация КГБ. Затем он подбрасывает письмо канадскому бизнесмену. Снова провал. ЦРУ в Лэнгли получала эти письма, но считала их подставой. Американская разведка в те годы была полностью парализована в Москве и боялась ловушек. И тогда Пеньковский меняет тактику. Декабрь 1960 года. Пеньковский, используя свою официальную должность куратора научных делегаций, выходит на британского бизнесмена Гревилла Винна. Вин часто ездил в Москву по торговым делам. Но Пеньковский не знал главного. Вин уже давно являлся связным британской разведки Ми-6. Британцы оказались хитрее и смелее американцев. Они поверили полковнику. В апреле 1961 года Пеньковский выезжает в Лондон в составе советской делегации.
И там, в номере престижного отеля Mount Royal, происходит одна из самых успешных вербовок в истории Холодной войны. На встречу с ним приходят офицеры британской МИ-6 и американского ЦРУ. Они решают вести этого агента совместно. Пеньковский получил от них псевдонимы. В МИ-6 его звали Йога, а в ЦРУ — кодовое имя «Герой». И он полностью оправдал это имя. Британцы выдали Пеньковскому крошечный шпионский фотоаппарат Minox и миниатюрный транзисторный радиоприемник для прослушивания инструкций из-за рубежа. Вернувшись в Москву, Пеньковский начал работать с феноменальной, маниакальной одержимостью. Работая в Государственном комитете по координации научно-исследовательских работ, он имел доступ в закрытую библиотеку Министерства обороны. День за днем, неделя за неделей он брал самые секретные руководства по советским ракетным войскам, уносил их на свое рабочее место и переснимал страницу за страницей. Как передать эти пленки? Пеньковский и жена британского резидента в Москве Джанет Чисхолм придумали безупречную схему тайниковых операций. Они сталкивались в парках, на Старом Арбате, в антикварных магазинах. Пеньковский прятал капсулы с пленкой в пачке сигарет и тайники в подъездах. За 1,5 года он передал на Запад невероятный объем информации — 5000 фотографий сверхсекретных документов. Это был святой Грааль для западной разведки. Пеньковский передал полные технические характеристики новейших советских ракет Р-12 и Р-14, точное количество ядерных боеголовок, списки советских агентов на Западе и даже личные психологические портреты высших советских генералов. ЦРУ и МИ-6 впервые за всю Холодную войну не гадали, а точно знали, чем вооружен Советский Союз. И эти знания сыграют решающую роль в октябре 1962 года. Осень 1962 года. Самолеты-шпионы Ю-2, Соединенные Штаты Америки, делают фотографии подозрительных строительных объектов на Кубе. Аналитики ЦРУ смотрят на снимки, но не могут точно понять, что это такое. И тут они достают справочники, переданные Пеньковским. Совпадение было стопроцентным. На фотографиях с Кубы были стартовые площадки для советских ракет Р-12. Тех самых ракет, чертежи которых скопировал герой. Начался Карибский кризис. Планета стояла на пороге ядерного уничтожения. Американские военные яростно давили на Кеннеди, требуя начать бомбардировку Кубы и Советского Союза. Но Кеннеди, опираясь на данные Пеньковского, знал — ракет у Хрущева мало. Полномасштабной ядерной войны Союз Советских Социалистических Республик не выдержит. Блеф был вскрыт. Кеннеди пошел на жесткую морскую блокаду Кубы, понимая, что Хрущев рано или поздно уступит, так как не имеет реального военного превосходства. Данные Пеньковского подарили Джону Кеннеди уверенность, которая позволила избежать нажатия ядерной кнопки. Кризис был разрешен дипломатическим путем. Но для самого Пеньковского время уже истекло. Как КГБ вычислило самого ценного крота? Долгое время считалось, что Пеньковский сам потерял бдительность. Сотрудники второго главного управления КГБ заметили странные контакты между ним и Джанет Чисхолм. В квартире Пеньковского на Котельнической набережной тайно установили крошечную видеокамеру. Ее вмонтировали в цветочный ящик на балконе квартиры этажом выше. КГБ зафиксировало, как полковник ГРУ по ночам настраивает радиоприемник и возится с фотоаппаратом Minox. Чтобы отследить маршруты связных, советская контрразведка использовала передовые технологии. Коврик перед квартирой британского дипломата пропитали специальным химическим составом — радиоактивной пылью. Пеньковский и его британские кураторы наступали на нее, и КГБ с помощью счетчиков Гейгера могло отследить их маршрут по всему городу. Но спустя десятилетия всплыла другая, куда более циничная версия его провала. Историки спецслужб уверены, Пеньковского предали. В Агентстве национальной безопасности Соединенные Штаты Америки работал сержант Джек Данлэп, крот, продававший секреты советской разведки. Именно Данлэп передал КГБ сверхсекретные отчеты американцев, в которых цитировались совершенно секретные советские документы. Аналитики на Лубянке быстро вычислили, что доступ к этим документам имел крайне узкий круг лиц.
и кольцо вокруг Пеньковского сомкнулось. 22 октября 1962 года, в самый разгар Карибского кризиса, Олега Пеньковского арестовывают. Вскоре арестовывают и его британского связного, Гревилла Винна. Суд над Пеньковским был публичным, показательным процессом. Его лишили всех званий, орденов и приговорили к смертной казни. Британцу Винну дали 8 лет, но позже обменяли на советского разведчика Конана Молодого. В официальных документах сказано, что 16 мая 1963 года Олег Пеньковский был расстрелян. Но в истории спецслужб живет другая, леденящая кровь легенда. Бывший офицер ГРУ Владимир Лизун в своей книге описал чудовищную сцену. Согласно этой легенде, Пеньковского не расстреляли. В назидание всем будущим разведчикам Пеньковского привязали стальной проволокой к медицинским носилкам и заживо затолкнули в ревущее пламя крематория. Весь этот процесс снимали на кинопленку. И эту немую, черно-белую пленку, где человек извивается в огне, якобы десятилетиями показывали новобранцам Главного разведывательного управления в качестве первого урока о том, что ждет предателей. Достоверных доказательств этого варварства нет. Но сама эта легенда стала мощнейшим психологическим оружием системы. Олег Пеньковский остался одним из самых сложных парадоксов холодной войны. Для советской власти он был подлым, алчным предателем, продавшим родину за деньги и иллюзию западной жизни. Для Запада он стал героем, чья невероятная храбрость дала ключи к выживанию всей человеческой цивилизации в октябре 1962-го. Он предал свое государство, но, возможно, именно его предательство спасло это государство и весь мир от радиоактивного пепла. А как считаете вы, кем был Олег Пеньковский? Алчным предателем или человеком, который пожертвовал собой ради спасения мира? И верите ли вы в леденящую легенду о его казни в крематории? Пишите свое мнение в комментариях. Это помогает алгоритмам продвигать правду. Подписывайтесь на канал «Код доступа» и делитесь этим видео. Мы продолжаем срывать гриф «Секретно» с самых запутанных дел истории. Доступ разрешен. Берегите себя.